В начале XVIII века реформы Петра направили Россию на путь превращения в великую европейскую державу. Но только Екатерина, супруга его внука, свергнувшая мужа, чтобы стать императрицей, завершила это превращение. Подобно Петру, она вошла в историю как великая. Екатерина была последователем идей французского просвещения и переписывалась с философом Вольтером. Она царствовала как просвещенный монарх с неограниченной властью, пытаясь подстроить ее под отвлеченные идеалы разума, прогресса и терпимости. Екатерина становится покровительницей наук и искусств. Строятся школы и воспитательные дома. Основаны Большой театр и Императорская академия художеств. Собранная ей коллекция предметов искусства легла в основу всемирно известного музея Эрмитаж. Екатерина воодушевила к переселению в Россию европейцев, готовых делиться своими знаниями, и помогла обосноваться на Волге германским мигрантам, известным как поволжские немцы. Их общины существовали около 200 лет, пока в ходе сталинской депортации не были выселены на восток в начале Великой Отечественной войны. Царствование Екатерины отмечено значительным территориальным расширением. На юге Россия нанесла поражение Османской империи, захватив новые земли и крепости Керчь и Азов. Но затем Екатерина столкнулась с крупным крестьянским восстанием под предводительством беглого казака Емельяна Пугачева. Восставшие взяли множество городов и крепостей, захватили губернский город Казань, но были разбиты регулярными войсками. Екатерина ликвидирует запорожское казачество и аннексирует Крымское ханство, главную язву юга России в течение 300 лет. Новоприобретенные русские земли получили название Новороссии. Малонаселенные территории. Они были освоены русскими колонистами под надзором князя Григория Потемкина, екатерининского фаворита. Речь Посполитая, ослабленная внутренней войной между партиями, с подачи своих соседей России, Австрии и Пруссии, была подвергнута серии разделов, в ходе которых львиная доля досталась России. Польша не будет воссоздана как независимое государство вплоть до 1918 года. Россия унаследовала от Польши большое еврейское население, которое, согласно указу Екатерины, могло жить только в так называемой «черте оседлости». Во Франции революция привела к казни короля Людовика XVI. Екатерина ужасается этому и в последние годы полностью отказывается от либеральных идей своей молодости. 3 года спустя Екатерина умирает, завершив одно из самых славных царствований в русской истории. Ей наследует сын Павел, одержимый военной дисциплиной и педантизмом, отрицающий достижения матери. Россия вступает в коалицию европейских держав, ведущих войну с революционной Францией. Фельдмаршал Суворов, один из величайших российских полководцев, осуществляет серию побед над французами в Северной Италии, но более широкая война не удается. Между тем, реформы Павла I вызывали неприятие у знати и военных, и он был убит в дворцовом перевороте. Ему наследует 23-летний сын Александр, разделявший взгляды своей бабки Екатерины на желательность модернизации России. Его советник, интеллектуал граф Спиранский, успешно реформирует управление и финансы, пока не оказывается в немилости императора из-за планов либеральной конституции. Но основным событием царствования Александра стала война с Францией.
Наполеон Бонапарт, объявивший себя французским императором, разбил Россию и ее союзников под Аустерлицем, Эйлау и Фридландом. Однако в 1807 году в Тильзите два молодых императора встретились и заключили альянс. Россия атаковала Швецию, аннексировала Финляндию и включила ее в состав империи в качестве автономного княжества. Но в 1812 году Наполеон вторгся в Россию. Возле Бородино русская и французская армии столкнулись в гигантской битве, одной из самых кровавых в столетии. Наполеон стал формальным победителем битвы. Русская армия отступила, но осталась неразбитой. Наполеон оккупирует Москву. Одновременно город уничтожается пожаром. Когда Александр отказывается от мирных переговоров, французская армия была принуждена к отступлению в условиях русской зимы и в ходе этого погибла. Наполеону был нанесен смертельный удар, и Россия совместно с Пруссией, Австрией и Британией начали контрнаступление, завершившееся взятием Парижа и отречением Наполеона. На Венском конгрессе в качестве победного трофея Александр провозглашается царем Польши. Вместе с Австрией и Пруссией он формирует Священный Союз с целью предотвращения будущих революций в Европе. В то же время на Кавказе и Балканах с небольшими перерывами ведутся войны с Османской империей, Персией и племенами Кавказа. Границы России сдвигаются к югу и включают в себя Бессарабию, Черкессию, Чечню, территорию современных Грузии, Дагестана, Азербайджана и Армении. Но народы Северного Кавказа ожесточенно сопротивлялись русскому правлению. Попытки России утвердить свою власть в регионе привели к Кавказским войнам, тяжелому конфликту, тянувшемуся в горах и ущельях на протяжении почти 50 лет. Александру наследовал его брат Николай, консервативный и реакционный правитель. В эпоху наполеоновских войн новые идеи распространились среди некоторых офицеров, строивших планы лучшего общественного устройства. Они рассматривали Николая как препятствие, поэтому первым вызовом новому императору стал военный мятеж. Спасибо за просмотр. У нас появилась группа ВКонтакте, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями.